Всех приветствую, друзья! С вами Джокер. Вы на канале Unskiller. Игра у нас The Ants. Друзья, прежде чем начать этот ролик, предлагаю вам подписаться, поставить лайк или дизлайк данному ролику и другим роликам. Также, ребят, пишите комментарии, делитесь моими роликами у себя в альянсах, в своих группах. Ну и, ребят, в описании под роликом есть ссылочка на группу в WhatsApp для общения, для задавания вопросов, всяких других моментов там. Просто делиться своими успехами. Вступайте, ребят, и общайтесь. Тема данного выпуска у нас это, ребят, носители. Что это? Кто это? Плюсы, минусы, ребят, сейчас я вам расскажу. Для себя скажу, что без носителей в этой игре вообще даже играть нет смысла, так сказать. Каждое хорошее утро начинается, ребят, с хорошего грабежа. Ни один хороший грабеж не обходится без носителей. Это, ребят, их не первый плюс, я потом к нему вернусь. Итак, с чего же мы начнем? Во-первых, у нас есть 3 вида армии в нашей игре. Пехота, лучники и носители. По ихней ценности, ребят, самые дорогие по производству у нас получаются охранники. Их дорого делать, именно казарму поднимать дорого. Из-за склада с едой. Склад с едой очень дорогой, ребята. Посмотрите вот. Нам нужно иметь много очень песка, чтобы качнуть. Вот у меня сейчас, допустим, смотрите, вместимость 46 миллионов, да? Склад уже второй степени. А здесь казарма у меня еще только 20 уровня. Только 20 -го. Там потом еще больше будет. Я в этот склад просто убьюсь. Там надо будет 300 тысяч этого песка на весь склад. Это, ребят, просто жесть. Первое. Дальше, ребят, стрелки. Ихняя стоимость производства на Т8. Опять же, много песка, но для атаки они как бы нужны. Позиционирую я себя как рейдер, атакующий игрок. Понятно, мне нужны носители, точнее стрелки, я на них упоролся. Сделал им склад, тоже 4 уровень склада. Тоже, ребят, дорогой. Реально дорогой. Вот стоимость его тут. Сами видите, уже у меня 4 степень склада. Дорого. И дальше, друзья, у нас носители. Уже 21 у меня уровень. Уже могу построить себе 22. Требуется 86 миллионов листвы. И у меня уже склад вмещает столько. И склад, ребят, всего лишь 2 уровень. Всего лишь 2 уровень, ребят, склада. Соответственно, вы можете носители быстрее всех поставить. Это может быть самый у вас первый вид войск из Т8. И он самый дешевый, самый, так сказать, недооцененный. Вот я считаю вообще его универсалом. Он самый эффективен и в атаке, и в обороне, и вообще во всем. Самый крутой вид армии в игре. Первый его огромный плюс — это цена и скорость его производства, так сказать, в каждом замке. То, что вы можете их быстрее поставить всех, чем остальные. Так, это первый, ребят, плюс. Второй огромный плюс — это ихняя скорость. Давайте просто сравним на примере. Расстояние 28 фунтов. Смотрим. Поход из стрелков идет 1 минуту 22 секунды. Поход из носителей идет 35 секунд. Заметили, да, ребят, разницу? 35 секунд идет. А если я поставлю пехотный, он вообще будет 2 с лишним минуты идти. Соответственно, скорость у них в 2,5 раза выше. Смотрите, как я бью быстро монстров. И я могу украсть монстров у врага. В рейды быстро могу зайти на большом расстоянии. Да, вы улетели далеко от базы, ваши соклановцы сделали рейд какой-нибудь. Вы на своих стрелках до них конячить будете полдня. А на этих вы быстро добежите. Скорость. Где ее еще можно использовать? Быстро грабить карту. Быстро ограбить всю зону, вокруг которой вы находитесь. На стрелках вы такого не сделаете. Вообще никогда. Вы просто там убьетесь 10 раз. Вот, допустим, смотрите. Я украл только что у него, у корейского друга. Он еще идет своими стрелками, видите? Крячется. Еще полчаса будет идти, и я уже убил у него данного монстра. Понимаете, ребят, какие плюсы? Я просто стою у них на базе, да, граблю их. И, так сказать, хулиганю понемногу. Вот. Это плюс их скорости. Как еще можно использовать скорость? Допустим,
У вас поход на носителях, к вам подлетает какой-нибудь грибник, вы вот так вот делаете, поделиться в чате района своими координатами. Запомните, так нужно делать в тот момент, когда у вас нет ресурсов, чтобы вас, ну, ничего у вас не забрали. Вот, допустим, я бы полетел, щит снимал, у меня было бы все пусто, я бы поделился, и ко мне прилетает какой-нибудь, ну, перец, вот типа вот этого, он уже ко мне сегодня прилетал, рядом со мной встает и начинает меня бить. А чтобы меня убить, они идут всегда стрелками. Всегда вообще. Стрелки до меня идут примерно 12-15 секунд. А я ему по наносителях ударю. Они еще часто используют все свои гарнизоны, а я ударю носителями полным походом до 330 тысяч, 310 тысяч. Убью у него все 4 гарнизона, другие, которые остались в замке, 3 точнее. Ограблю у него 7 миллионов ресурсов и успею домой вернуться и свалить, пока он до меня корячит. Понимаете? И даже если он по мне удар ударит, он на своих стрелках у меня ничего не заберет, потому что у меня пусто и никого не убьет. Просто мне стенку чуть поломат. А я его ограблю, если есть армия. Убью у него мелкие походы, потому что я пошлю сильный отряд на носителях. Все у него убью, ограблю, стену сломаю, он потратит телепорт. И будет мычать на меня, ой, там, Джокер там. Короче, как они обычно меня потом оскорбляют, здесь пишут. И все такое. Используйте, ребят, эту фишку. Именно, знаете, по КД. Как только увидели, что к вам муравейник подлетает, только он на вас атаку вешает, вы сразу же бам, в него тоже влетаете, и все. Вы в любом случае выиграете эту дуэль. В любом. Не выиграете ее только в том случае, если он капец жестко раскачан, у него сидят на гарнизонах там все муравьи фуловые остальные. Но, как показала практика, вот даже наш король 25 уровня, да, у него нету, он донат там лютейший, у него нету второго похода фулового. Поэтому второй поход можно убить даже у него, теми же носителями. Это, ребят, второй плюс, огромный. Дальше, третий плюс, это их грузоподъемность. Сами вы замечаете, да, грузоподъемность. Сейчас я вам покажу. Так, смотрим. Грузоподъемность на стрелках, да, поход 302 тысячи, имеется грузоподъемность у нас 8,2 миллиона. Что будет, если мы с вами поставим Т первых носителей? У меня не хватает на полный поход из Т7. Я, ребят, тоже, так сказать, не сразу это все вкурил, сам постепенно играя, совсем разобрался. Вот мы собрали поход из носителей, у нас уже грузоподъемность в 2 раза выше. И это не максимально, видите, мне просто не хватает этих жучков. Был бы полный, было бы еще веселее. Соответственно, я смогу и бить в 2 раза быстрее, в 2,5, и грабить в 2,5 раза быстрее, и больше. Еще один, ребят, плюс. Дальше, какие еще плюсы? Ихняя наука. Так, ихняя, ребят, наука. Вот она, вылупление. Она требует меньше всего песка. Науки стрелков и охранников требуют тонны просто песка, там очень много надо, миллионов. Просто я вор, я граблю много, и вы видели, как бы ролики я показывал о том, что ну, вообще там жесть, сколько улетает этого песка. Здесь нам требуются листья, грунт, это 15 максимальный уровень, только как бы скорость, знаю, поставляю, я уже могу вот науку сейчас себе поставить, просто не занимаясь этим, так как мне нужна стройка, а на завтрашний день я еще не выбрал, что делать. Но здесь, да, тут надо на песок чуть-чуть раскошелиться. Но здесь все я качнул. В основном, так сказать, мало песка требовалось. Сравнить с теми же стрелками и пехотинцами, тут везде вообще песка надо просто горы. Но я тоже уже все качнул здесь, потому что ресурсы как бы есть у меня, водятся потихоньку. Все это дело я уже замаксил. Но очень это дорого стоило. Просто я допетрил, что носители самый топ. Только вот, ну, грубо говоря, недельки полторы назад, когда уже разыгрался, более-менее повоевал, там то все поделал. И начинаю я понимать, что лучше. Я, ребят, что вам могу сказать? Все познается, ребят, так сказать, когда вы сами что-то сделали. Когда вы там смотрите кого-то, да, там вам говорят, то круче, это круче. Надо у себя это все проверить, да, вот я вот... Мне вот сказали, что пехота топ в обороне. А пехота-то вообще говно, ребят, в обороне. И я сначала пошел в пехоту, а это вообще бред просто, силы кобылы. Она вообще бесполезна, она рвется от всех. Сказали, что луки вот такие крутые. Согласен, они бьют, но они медленные просто, как черепахи. А носителями никто не говорил. До носителя я сам допер. И сейчас я первый парень на деревне, я все тут граблю, воюю. Да,
Бывает, конечно, я сам налетаю, потому что, ну, отвлекся, готовился под одного противника, поставил там гарнизон, ко мне какой-нибудь другой прилетел, в 2 раза сильнее вынес меня. Такое у меня тоже бывало. Но эти случаи, ребят, единичные. В день по разу, так сказать. Но если честно, конечно, редко я что-то теряю. Вот. Вот, ребят, такие у нас плюсы носителей. Минусы. А минусов-то, ребят, вообще нету. Я ни одного минуса не могу назвать у носителей. Пехоту они контрят. Против лучников также они хорошо играют. Особенно если они эволюционированы, усилены. Муравьишки на них нормальные. Имеются спецмуравьи. По спецам тут надо отдельно ролик делать, да, именно из чего составлять. Но опять же, ребят, что, как правило, надо все это самому сначала достичь, а потом уже, ну, рассказывать и объяснять. Потому что так голословным быть без подтверждений и фактов не вижу смысла. У меня уже есть 4 муравья 50-х. Ну, отмечу, что хороший муравей. Вот, хлопчатый для носителей. Во второй ряд. В первый ряд. Вот хороший муравей для носителей. Ну и в третий ряд вот такой вот подойдет. Это в моем случае. Но опять же, ребята, это ну не кредо. Сейчас новые муравьи, там вышли куча всяких. Так что можно еще поэкспериментировать. Но пока как-то так. Вот. В принципе, ребят, это все, что вам хотел рассказать. Из минусов реально. Минусов носителей просто нету. Ну правда нету. В обороне не хуже пехотинцев. Не хуже, ребят. Не... Лучше. Намного лучше. Где-то раза в 2. Но хуже стрелков. Но это не так критично. И также, ребят, последний плюс это их стоимость производства. Они требуют меньше песка, чем стрелки. И они требуют листву. Листвы много и песка, в принципе, не так много тратится. Поэтому, опять же, даже в производстве они эффективнее. Поэтому, друзья, предлагаю вам всем задуматься и рассмотреть свою игру, тактику, на чем вы играете. Сделать для себя вывод. Как я для себя сделал. Если я не могу себе в быстрое время сделать там 9-го богомола, не могу раскачать себе топовых лучников, да и даже если раскачаю, я все равно буду как черепаха двигаться. И я пойду в носители, и сейчас я и буду ими заниматься. Буду только в ихнюю ветку, так сказать, вкладываться. Ну, в принципе, ничего вкладываться-то. Уже все качнуто, ребят, вы сами видели. Наука у меня, ну, такая, более-менее, сказать, среднячком. Дает уже силы 1 000 000 с лишним. Вот. На этом все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь, друзья, и делитесь своим опытом. Ну и, естественно, если не сложно, ребят, аргументируйте, да, то, что вы пишете. Допустим, вы пишете, нет, фу, носители говно. Объясни, почему. Или там, пехота самый топ. Ты это сказал, ты объясни. Чтобы, ну, вот ты мне сказал, пехота самый топ. Ну и что ты сказал? Докажи, как бы, ну, хотя бы в комментариях пару примеров приведи, в чем фишка, или мне скриншоты кинь. А то пока что я вот сколько повоевал, понатыкался, побился, сделал вывод, что носители вообще самый имбовый вид войск в игре. Вот так вот. Всем спасибо, друзья. Всем удачи и скоро у нас выходные. Желаю всем хорошо провести время.